Всем привет! Это Ярослава, и это канал для тех, кто изучает русский язык. И сегодня мы будем говорить о вещах, которые мы используем каждый день. Мы будем говорить о вещах, которые есть у вас, у каждого в сумке или дома. Скажу честно, что эта сумка очень тяжелая. Я не знаю, сколько здесь килограммов, но здесь очень много вещей. И, пожалуйста, напишите в комментариях, что обычно вы берете с собой в сумке, в рюкзаке или, может быть, в карманах, что вы всегда с собой берете каждый день. И давайте начнем. Давайте откроем сумку, откроем молнию. Вот эта вещь. Это молния. Мы называем молния. Открыть молнию, закрыть молнию. Может быть, вы слышали это слово в контексте погоды, когда идет дождь, гроза, гром и молния. Молния– это электрический разряд в небе. Это молния, и здесь тоже молния. Итак, мы начали говорить о погоде, и вот что часто мы берем с собой. Это зонт. Открываем зонт. Отлично. И мне нравится этимология. Мне нравится история слова зонт. Слово зонт пришло в русский язык из немецкого. Зондек, если я правильно помню. В русском языке у нас есть суффикс «ик». Например, дом, домик. Дом обычный, обычного размера, домик маленький. Стол, стол обычного размера и маленький, например, для детей, детский столик или кофейный столик, маленький столик. И мы подумали в русском языке, что слово зонтик значит, что есть обычный зонт и есть маленький зонтик. Поэтому это мы называем зонт или зонтик. Следующая вещь– это планшет. Часто я слышу, что планшеты называют таблеты по аналогии с английским языком. Но нет, это называется планшет, и у него есть стилус или карандаш для планшета. Вот такой он на магните. Пинг. Это планшет, на котором я пишу заметки, когда снимаю Learn Russian with News. И если вам нравится видео Learn Russian with News, для вас я сделала библиотеку Learn Russian with News. Вы хотите получать бонусные эпизоды, и вы хотите, чтобы у вас были все материалы в одном месте, то добро пожаловать в библиотеку. В моей сумке есть два футляра для очков, или тоже, можно сказать, чехол для очков. Футляр и чехол очень похожи. Чехол обычно мягкий, как здесь. Так гнется. Мгм. А футляр твердый. Итак, у меня есть две пары очков. Одни очки– солнечные очки. Солнцезащитные очки, потому что они защищают от солнца. Кстати, я купила эти очки в Турции. И здесь есть салфетка, салфетка для очков. И все они лежат в футляре. Другой футляр, и здесь тоже очки, но это очки для зрения, потому что я не очень хорошо вижу, и у меня есть очки, но эти очки очень старые. Они ужасно старые, и они все сломанные. Вы видите. Свое оправдание скажу, что этим очкам я их купила, когда я была в университете. И я поступила в университет в 2009 году. Да, давно, давно. И поэтому это очень старые очки и очень старый футляр.
Мне кажется, что мне не идут очки. Мне кажется, что я выгляжу некрасиво в очках, поэтому я их не ношу. Так, дальше. У меня есть такая маленькая сумочка. Давайте откроем молнию. И что внутри? Ну, все самое важное, конечно. Ключи и брелок. Это AirTag, брелок, чтобы знать, где мои ключи. Они всегда со мной. Потом здесь у меня есть наушники. Это наушники проводные. Вот эта штука — это провод. Мгм. Я их использую всегда. И не знаю, мне нравится, что их не нужно заряжать. Поэтому у меня есть проводные наушники. Еще у меня есть салфетка. У нас была где? Вот здесь у нас были салфетки для очков, а это обычная бумажная салфетка из кафе. И у меня есть бумажник. Здесь моя фотография на случай, если я потеряю, бумажник, и вдруг кто-то его найдет, какой-то добрый человек его найдет. Ой, у меня упали все деньги. Ладно. То он увидит мою фотографию, и там написан мой номер телефона и мое имя на русском языке. Вдруг в Аргентине кто-то найдет мой кошелек и захочет мне его вернуть. У меня упали деньги, поэтому здесь такой бардак. Давайте я вам покажу бардак. Посмотрите только на это. Ура, я собрала деньги, и обычно эти деньги у меня лежат в бумажнике вот так. И у меня есть такая резинка, чтобы ничего не выпало, чтобы ничего не упало и не рассыпалось. Но, как видите, не всегда помогает. Так вот, что еще есть в моем бумажнике? Кстати, это даже не бумажник, это или визитница, или это чехол для прав, для водительских прав или для каких-то таких документов, ну, знаете, как полицейские показывают. И ему уже, мне кажется, что я купила его или в университете, или в школе, когда я училась в школе. Поэтому ему тоже уже миллион лет. Итак, что у меня здесь есть? У меня есть разные карточки. Это называется карта лояльности. В разных кафе, где они ставят печати, и ты можешь получить бесплатный кофе. Это мои карточки лояльности. Еще у меня, конечно, есть банковская карта, есть карта метро, и еще у меня есть моя карточка аргентинская, карточка ID, и она выглядит ужасно. Я покажу вам фотографию. Пожалуйста, не смейтесь. Я закрою информацию какую-нибудь. Так, давайте я закрою вот так. И это моя фотография на этом документе. Это просто ужас. Я пришла в миграционный офис, там свет был ужасный, все было ужасно. Меня сфотографировали на какую-то веб-камеру, я не знаю, самого ужасного качества. И, конечно, у меня фотография такая красивая. Ну, что поделать. Еще, конечно, в бумажнике, в кошельках есть разные чеки. Итак, это маленькая сумочка с кошельком, наушниками и ключами. Дальше, боже мой, конечно, а, бутылка воды. У меня стеклянная бутылка воды, и я уже хочу пить. У нас сейчас жарко, у нас сегодня 30 градусов, поэтому немного жарко. Потом, о, это интересно. Здесь у меня есть 2 книги. Одна книга электронная,
и бумажная книга. Есть книги электронные, книги бумажные. У меня только 2 бумажных книги, поэтому я вам показываю одну из них. Это первая книга, бумажная, книга в бумаге, а другая книга "Матильда" на испанском языке. Все, больше у меня нет бумажных книг. Потому что, как я говорила, я читаю электронные книги. Если вы читаете электронные книги, я вам рекомендую купить вот такую штуку. Я даже не знаю, как она называется. Это чтобы было держатель, вот, можно сказать, держатель. Я купила такой держатель, и это максимально удобно. Поэтому можно читать так, можно читать лежа, можно читать сидя. Кстати, помните, мы говорили про футляры, чехлы, и у электронной книги тоже есть чехол. Вот он. Дальше. Это блокнот или записная книжка. Разницы между блокнотом и записной книжкой в принципе нет. Блокноты обычно открываются вертикально. Вертикально. Записные книжки горизонтально. Записные книжки, потому что там записывают что-то. Пишут, записывают что-то. И здесь есть ручка и держатель для ручки. Держатель для ручки. И здесь был держатель для книжки. Ноутбук, тоже очень старый чехол, очень старый. Мы говорили про электронные книги, мы говорили про ноутбук. И в этой сумочке, в этой маленькой сумочке у нас есть Powerbank и есть зарядка. Это провод и зарядка. Слово "провод" у нас уже было. Помните проводные наушники? А, Типичная ситуация. Проводные наушники, и это тоже провод. Здесь провод и здесь провод. Это зарядка, это провод, это Powerbank. И все они лежат, ну, в такой маленькой сумочке. И другая маленькая сумочка — это косметичка и аптечка вместе. Есть сумочки-косметички, где только косметика, а есть маленькие сумочки, где только салфетки, и это уже больше аптечка. Видите, она такая маленькая, но там много-много всего. Есть салфетки, есть солнцезащитный крем. Помните, у нас были солнечные очки, солнцезащитные очки, которые защищают от солнца, а это солнцезащитный крем или санскрин, тоже так говорим. Это хлоргексидин. Просто обеззараживает что-нибудь, если вы поцарапались или обожглись. У меня в сумке еще есть такой антибактериальный, это не гель, это пенка, антибактериальная пенка. Обычная банка с кремом, самым базовым, 2 бальзама для губ, помады. Ну, это, видите, какая темная. Я использую как румяна, а это просто для губ. Резинка для волос, 2 резинки, 2 заколки и 2 карандаша. Один карандаш темный для бровей, карандаш для бровей и светлый карандаш для глаз. Я говорила, что я не ношу очки, я ношу линзы, и это мои линзы на всякий случай. Потом пластырь, самый обычный пластырь. И последнее, что у меня есть в этой сумочке, это пробники парфюма. Мы называем это пробники или тестеры. Тестеры обычно для косметики. В магазине, когда вы покупаете косметику, то там есть тестеры.
А пробники обычно это маленькие версии, просто чтобы попробовать. Сумка почти пустая. Мы посмотрели почти все. Остались еще одни наушники в футляре. А, Это беспроводные наушники. И телефон. Мой старый телефон, просто для демонстрационных целей, просто для демонстрации. Мой старый телефон. И вы знаете, что сейчас телефоны заменяют очень много предметов. Это и фотокамера, видеокамера, диктофон, компас, шагомер. Даже люди используют телефоны вместо карт, чтобы платить чук-чук-чук. Если честно, когда я жила в России, я не помню, когда я пользовалась в последний раз в России наличными деньгами. Я всегда пользовалась просто телефоном. Я даже не носила с собой карт. Я просто брала телефон и все. Здесь тоже все. Расскажите, что вы всегда берете с собой. Может быть, я о чем то не рассказала, может быть, я что-то не положила в свою сумку. И мы с вами встретимся в следующем видео. Если вы досмотрели до этого момента, поставьте палец вверх. Подпишитесь на этот канал, если вы еще не подписаны. И мы с вами встретимся совсем скоро.